Дэн Бютнер вместе с группой ученых исследовал особые голубые зоны Земли, жители которых отличаются необыкновенным долголетием. В одной из своих публикаций такие места Дэн Бютнер назвал островами, где люди забывают умирать. Всего таких голубых зон обнаружено 5. Это префектура Окинава в Японии, итальянская Сардиния, остров Икария в Греции, полуостров Никоя в Коста-Рике и город Лома-Линди в Калифорнии. Эти регионы могут похвастаться наибольшим количеством жителей, перешагнувших возрастную отметку в 100 лет. Люди, проживающие в голубых зонах, крайне редко страдают от сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Дэн Бютнер и команда исследователей совершили несколько экспедиций в эти места, чтобы изучить привычки и образ жизни этих необычайно здоровых и долгоживущих людей. Вот что они нашли общего у всех долгожителей. Правила жизни долгожителей. Первое. Постоянное движение. Люди, проживающие в голубых зонах, очень активны. Вместо того, чтобы сидеть в офисе или лежать на диване, они двигаются. На работу, в школу или в гости к друзьям они либо ходят пешком, либо ездят на велосипеде. Они выращивают хлеб и занимаются садоводством. И они не останавливаются, когда становятся старше. В пожилом возрасте эти люди все так же уделяют много времени повседневной активности. Второе. Здоровое питание. Основой рациона представителей голубых зон являются фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и бобовые. В их рационе есть рыба, а мясо едят редко. Также жители этих регионов едят много орехов. Ученые говорят, что горсть орехов в день способна продлить жизнь в среднем на 2-3 года. Третье. Не переедать. Одним из секретов долголетия окинавцев является древняя мантра. Перед трапезой 102-летняя команда повторяет «Хара хатибу» – «Ешь, чтобы победить голод». Она напоминает людям о том, что прекращать прием пищи необходимо с легким чувством голода, тогда, когда желудок будет заполнен на 80%. Ощущение сытости приходит со временем, и если питаться грамотно, можно избежать переедания и тяжести. Пятое. Связь с семьей. На первое место долгожители всегда ставят свою семью. Доверительные отношения и глубокая связь с детьми, второй половинкой, родителями, бабушками и дедушками способна увеличить продолжительность жизни до 6 лет. Исследование здорового старения, проведенное американскими учеными, в котором за 7 лет приняло участие больше 1000 человек от 70 до 79 лет, доказало, что люди, которые живут рядом с детьми, обладают более ясным умом и лучшими социальными навыками, чем одиночки. Шестое. Смысл жизни. Дэн Бютнер утверждает, что четкое понимание смысла своей жизни может прибавить до 7 лет жизни. Окинавские долгожители называют ее икигай, буквально причина, которая заставляет вас просыпаться по утрам. Старики в Коста-Рике употребляют другой термин – жизненный план. Как только люди перестают чувствовать себя нужными, они быстро угасают. Чаще всего смыслом жизни у пожилых людей становится потребность помогать своим детям и внукам. Седьмое. Социальная жизнь. Долгожители из голубых зон родились в окружении, которое поддерживает здоровый образ жизни, выросли с чувством товарищества и родства. На Окинаве, например, люди объединяются в компании друзей, которые преданы друг другу в течение всей жизни. Поскольку как вредные, так и здоровые привычки заразны, очень важно жить в обществе, где в стремлении быть здоровым тебя поддерживают. Вот что открыли ученые. Люди, испытывающие одиночество, умирают раньше. У них в крови высокий процент белка фиброгена. Этот белок вызывает формирование тромбов, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых и других заболеваний. Так что чаще встречайтесь со старыми друзьями и заводите новых, собирайтесь на семейные обеды или придумайте хобби, которое поможет чаще бывать среди единомышленников. Восьмое. Духовность. Кроме 5 человек, практически все исследования 263 долгожителя голубых зон принадлежали к какой-нибудь религиозной общине. Исследования показали, что посещение религиозных служб 4 раза в месяц могут добавить до 14 лет жизни. Девятое. Пить достаточно воды. Увлажнение необходимо организму для нормального функционирования. Маленькое напоминание.
Тело на 60% состоит из воды и каждый день теряет до 1,5 литра влаги. Если они не восполняются, клетки не могут обновляться должным образом. Нервные импульсы проходят медленнее, организм стареет быстрее. Запасы влаги можно пополнить не только с помощью чистой питьевой воды. Влага из овощей и фруктов, жидкие супы, чай и кофе тоже считаются. 10. Быть спокойным. У долгожителей из голубых зон есть особые антистрессовые принципы, которые позволяют им оставаться спокойными и не принимать необдуманных решений. Жители Окинавы, например, вспоминают своих предков. Жители Икарии и Сардинцы предпочитают вздремнуть посреди дня. Нужно окружить себя позитивно настроенными людьми, больше времени проводить с близкими, помогать тем, кто нуждается, стараться делать мир лучше и отмечать все хорошее, что с вами происходит. 99% долгожителей – это люди, настроенные на позитив, которые не злятся. Японский врач Хинахара умер в 2017 году в возрасте 105 лет. До последних дней врач принимал пациентов и ездил с лекциями по миру. Самым важным для долголетия Хинахара считал умение радоваться жизни и, как правило, даже любимую монотонную работу делать с удовольствием. Он говорил: человек получает энергию не из еды или сна, а из веселья. Исследователи голубых зон пришли к интересному заключению. Гены влияют на продолжительность жизни только на 25%, а вот остальные 75% определяет наш образ жизни. Из этого можно сделать вывод: каждый из нас сам выбирает, насколько долго он проживет. А что вы думаете по этому поводу? Напишите об этом в комментариях.